Здравствуйте, мои дорогие! Вы представляете, я каждое утро начинаю с того, что беру в руки телефон, открываю Инстаграм Рубала45 и смотрю в директ, сколько вы мне пишете отзывов по поводу нашего YouTube-канала. Я так счастлива, у меня каждый день с утра хорошее настроение, потому что хорошие отзывы и новые рецепты. Я вам хочу сказать, что у нас самые лучшие люди присылают рецепты именно к нам. Вот сегодня мы воспользуемся рецептом от Ирины Горбуновой из Хабаровска, который... А вы сами думаете, что мы будем готовить? Посмотрите, что здесь есть. Печенка, мука, майонез, лук порезанный, армянский лаваш и еще корейская морковка. Это все придумала Ирина Горбунова, чтобы все вместе соединив, получится очень вкусное блюдо. Мы приступим сейчас к его изготовлению. Но мы кто? Мы кулинарная стихия, поэтому стихотворение. Были парни у меня тихие, скромные, кто цветочек принесет, с кем схожу в кино. Но увидела его, и других не помню я. Вспоминать былую жизнь мне теперь смешно. Отхватила парня, жизнь пошла шикарная, шоколад, шампанское, шуба, Мерседес. Полюбила парня я, только жизнь коварная заманила сказкою, да в дремучий лес. В волнах райской нежности, море страсти бешеной. С милым покачалась я лишь 4 дня. В сказке переполненной ведьмами и лешими ни одна волшебница не спасла меня. Ведьма длинноногая мне сказала: «Дурочка, кыш с моей дороженьки, это все мое». И любовь растаяла, как весной Снегурочка, будто никогда у нас не было ее. Сегодня мы будем готовить печенку в лаваше. Вы такое слышали? Это все Ирина научила. Кстати, про лаваш. Из него много что можно приготовить. Давайте перед тем, как его начать вам рассказывать, я поставлю жарить печенку, потом лук, а потом расскажу про лаваш. Сама прочитала недавно, мне кажется, это интересно. Наливаем масло подсолнечное. Конечно, обязательно нужно положить масло сливочное тоже, чтобы была эта печенка не сухой, а вкусной. Но если вы уж очень следите за своим прям сантиметра меньше, чтобы не было, ну не кладите, больше, чтобы не было, не на сантиметр, ну не кладите, но у вас не будет так вкусно. Значит, вот Ирина, которая прислала рецепт, она предложила печенку сначала сварить в бульоне, в молочном бульоне, значит, молоко, вода, печенка. Мы попробовали перед тем, как вам предложить. Мне показалось, это не обязательно. Мне кажется, вот так вот тоже достаточно. Вот маслица растопится, мы сюда положим печенку. Вот видите, она у меня уже порезана. Перед тем, как ее пожарить, лучше ее обвалять в муке, каждый кусочек, потому что так будет лучше. Но можно, между прочим, не обваливать в муке, а сразу сейчас я вам покажу, как. Так тоже можно положить печенку и посыпать мукой. Эффект будет совершенно такой же. Просто очень прилежная хозяйка. Каждый кусочек обмотает, а я быстро, ленивая, поэтому вот так. Тоже будет эффект тот же самый. Печенка может быть любая. Теперь я посыплю мукой. И будет все то же самое, как если бы мы обваляли каждый кусочек. Помешаем. Я так делаю всегда, поэтому вам рекомендую. Может быть, кто-то опять скажет, что это не совсем правильно, но поверьте, это будет хорошо. Сейчас печенка у меня схватится. Можно не обязательно так мелко резать, как я. Но это я уж вроде как, вот я как, видите, как мелко порезала. Можно покрупнее, мы все равно будем это все пропускать через мясорубку. Если вам печенка показалась такой не очень юной и прекрасной, возьмите, положите на ночь ее в молоко, и она приобретет, просто омолодится. Просто косметическая процедура для печенки. Это подержать ее ночью в молоке. Однажды ко мне одна подружка пришла, я приготовила это все, она попробовала, говорит: какая вкусная, вы что, на ночь в молоке клала? Прям какая умная. Все знают, не клала в молоке, так тоже вкусно. Не мочила в молоке, так тоже вкусно. Вот сейчас она у нас побыстрее будет румяненькой. Пора уже и лук класть. Почти сразу можно класть лук. Если вам лень прикручивать мясорубку к столу или потом ее мыть, то можно блендером. Можно аккуратно прям в сковородке. И будет все превратиться все в нужный паштет. Пока у меня это все происходит, я подготовлю лаваш. Держите его в пакетике до тех пор, пока не нужно будет в него заворачивать.
Он очень быстро подсыхает, поэтому прямо вот так вынимаем из пакета, берем ножницы. Кто-то режет ножом, я ножницами. Я, кстати, даже когда рыбу разделываю, плавники всякие открываю, отрезаю, тоже обычными ножницами. Кстати, очень удобно. Попробуйте, вам понравится. Только потом ножницы помыть надо, конечно, как следует и вытереть, чтобы они не перестали быть острыми. Я хочу вам сказать, что это очень полезно, оказывается, YouTube, даже для меня, YouTube-канал. Потому что как-то недавно я что-то хотела приготовить из того, что готовила на программе здесь. И вдруг забыла как. Взяла пульт, открыла, посмотрела, как я сделала, вспомнила. И прекрасно все получилось. Так что вы тоже далеко не откладываете. Пусть у вас прям в избранном стоит YouTube-канал «Кулинарные стихи» Ларисы Рубальской. Забыли, открыли. Или думаете, ой, сегодня неожиданно придут гости, чтобы приготовить. А что тут думать? Открываю Ларисы Рубальской канал и готовлю. Обычно, вы видите, мы все готовим быстрое, простое. И, как правило, все ингредиенты, которые нам нужны, как правило, уже находятся у вас дома. Так, печенка моя с луком готова. Выключаю. Теперь запоминайте манипуляции. Берем яйцо, разбиваем его. Солить не надо, у нас там все как надо, поэтому лишняя соль нам не нужна. Взбалтываем. Можно чуть-чуть добавить молока или водички. А знаете что? Я добавлю. У меня же есть своя хитрость. Я немножко колы добавлю, и будет у нас очень ярко и красиво. Это сейчас увидите для чего. Вот я смешала. Можно с колой, можно с любым шипящим напитком. Это наша уже раньше подготовленная хитрость. Теперь я беру лаваш и мажу его, вот кисточку, и мажу лаваш майонезом. Каждый кусочек. Вот давайте мы 3 кусочка приготовим. Я мажу лаваш майонезом. Вот при помощи майонеза эти кусочки стали более эластичными. В них будет легче заворачивать. Это готово. Теперь главный момент. Нужно провернуть вот это все через мясорубку. Так. Кладем. Опа! Видите как? Мясорубка такая хорошая, можно все сразу положить, чтобы время терять. Вот, не сухая будет, а вкусная. Теперь мы это дело провернем. Одно удовольствие. Тут бы, конечно, не повредило какое-нибудь вам стихотворение напомнить. Хочется свое прочитать, а в голову классика приходит. Но когда свои кончатся, буду читать вам Пушкина и Лермонтова. Но мне кажется, это будет не скоро. Я же много стихов написала. Вот так я сделала. Я буду сама себе читать по вечерам хорошие стихи, а вам на программе свои. Вот так. Продолжаем священно действовать. Повторяю. Лаваш порезан, смазан майонезом. Яичко разбито с какой-то пенящейся, например, с колой. Тут у нас провернутая вместе с луком жареным жареная печенка. И мы это все потихонечку вот так кладу сюда. Не очень много, чтобы можно было завернуть. Будет очень вкусно. Сковородка у нас греется. Теперь мы по совету Ирины добавим на это корейскую морковь. Это для меня премьера. Я, честно говоря, сама еще не пробовала. Если не понравится, скажите, что это не Лариса, а Ирина. Ну, понравится точно. Ирина же, она умеет готовить. Кстати, Ирина, далековато, конечно, из Хабаровска, но приезжайте за фартуком. Мы же готовы все вас благодарить при помощи такого замечательного фартука. А если вам приехать не получится, вы нам дайте знать. А, забыла морковку положить. Если не получится к вам приехать, мы дайте знать, мы вам пришлем. Мы же обещанное слово сдерживаем. Я положу не очень много морковки, чтобы она не перебила вкус этого паштета. Так? Можно завернуть конвертиком, но мне больше кажется, вот так трубочкой лучше. Теперь я беру это яйцо, в котором это у меня смешано вместе с колой, немножко вот так вот обмакну, смочу и кладу на сковородку. Хотите, складывайте конвертиком, треугольничком, как хотите складывайте. Все. Жарятся наши блинчики, а мы мечтаем о любви. Например, был ветер в 10, и не было такси, и сильная гроза, и ты, промокшая насквозь. Спросил я подвезти, сказала подвези, и встретились глаза, и все внутри оборвалось. Я вам буду читать по одному куплету, потому что у нас много программ. Я в каждой программе вам буду читать продолжение. А, кстати,
Давайте еще так сделаем. Я буду читать куплет, а продолжение вместе с рецептом вы напишите и пришлите мне. Или на YouTube, или в Instagram, в Директ. А я буду читать и говорить: второй куплет, автор, там, предположим, Галкина Вера. И вы прославитесь как поэт и как повар одновременно. Хорошее же дело я вам предлагаю. Вот они у нас уже подходят, вот чуть-чуть и будут готовы. А, кстати, заметьте, я стараюсь, чтобы вам нравилась наша программа. Я каждый раз себе новую маечку одеваю, чтобы вы... Лариса делала вкусный очень паштет в лаваше, в желтой кофточке. Раз на пульт. Нашли, смотрите, это я. Кстати, видите, какой дизайн? И желтенькие щипчики, и желтенькая кофточка. Все для вас, все для красоты. Но это я вас отвлекаю. Вот, главное, так сильно не отвлекайтесь, потому что эти блинчики, они очень быстро становятся румяными и очень вкусными. Вот они уже почти готовы. Кстати, вот сейчас, пока они дойдут, я расскажу, как появился лаваш. Это было очень давно. Армянский царь Арам попал в плен к ассирийскому царю Насору. И Насор сказал, что ты просидишь 10 дней без воды, без хлеба, и через 10 дней мы будем соревноваться в стрельбе из лука. Если ты проиграешь, я тебя казню. А если победишь, уйдешь к своему народу победителем. И тогда и оставил его на 10 дней в темнице. Но мудрый царь Арам попросил гонца привезти ему самый красивый панцирь. И когда ему доставили этот панцирь, там оказался тоненький кусочек хлеба. Он говорил: не тот панцирь. И каждый день его гонец ездил к народу, привозил ему новый панцирь, и каждый раз он доставал тонкий кусочек хлеба и ел его. Это и был лаваш. С тех пор армянский народ вместо хлеба ест в основном лаваш. И правильно делает, потому что победил этот царь и вернулся победителем, и всем сказал, как это вкусно. А вы сегодня попробуйте наши блинчики из лаваша с печеночным паштетом и тоже всем расскажете, как это вкусно и как это быстро и нетрудоемко. Вот. И привет от нас, Инги Горбуновой из Хабаровска, который наше меню обычное сделал еще более разнообразным и интересным. Но посмотрите, разве не красота? Пожалуйста, ешьте, вспоминайте сегодняшнюю нашу программу, учите своих подруг, соседок, всем говорите, как вкусно. А главное, не забывайте говорить, что этот чудесный рецепт вы увидели в YouTube-канале «Кулинарные стихи» Ларисы Рубальской. Итак, не ради пьянства, а за здоровье и счастье. Приглашайте к столу своих мужчин. Они, как увидят, что рюмочка уже готова, сами потянутся и в следующий раз скажут: что-то мы давно не включали кулинарную стихию Ларисы Рубальской. Там есть что есть и есть что выпить. А если есть что есть и есть что выпить, то и настроение хорошее. Ну что ж, мои дорогие, будьте счастливы, будьте здоровы. Еда вкусная, есть что выпить. Счастье есть. Будьте здоровы и счастливы. И на исполнение желаний вам моя левая, приносящая удачу, рука. И до встречи. Я вас жду.